Мир животных постоянно меняется, и многие виды уже исчезли из-за воздействия человека и климатических изменений. В последние десятилетия глобальное потепление стало одной из главных причин массового исчезновения животных. По оценкам ученых, более миллиона видов находятся под угрозой исчезновения. Это не просто статистика, да, за ней стоят реальные истории животных, которые когда-то населяли Землю, а теперь исчезли из нашего радара. Одним из ярких примеров стали дельфины, обитающие в реках. Вторая половина 20 века принесла не только глобализацию, но и ухудшение среды обитания для многих из них. Река Копакабана в Бразилии стала свидетелем исчезновения дельфина розового, который некогда был привычной частью экосистемы. Увеличение температуры воды и загрязнения оказали разрушительное воздействие на популяцию. Ученые зафиксировали резкое сокращение численности этих удивительных существ, и вскоре они исчезли из реки. Еще одним печальным примером является тигр яванский. С начала 20 века его популяция стремительно сокращалась из-за охоты и разрушения лесов. Последний раз этого тигра видели в 1937 году. Ученые бьются над вопросом, были ли эти тигры просто не в состоянии адаптироваться к изменяющимся условиям среды, или они стали жертвами человеческой деятельности. Исчезновение яванского тигра также служит тревожным напоминанием о том, как быстро животные могут исчезать из-за действия человека. Но что происходит с теми видами, которые, казалось бы, ушли в небытие? Возможно, они просто нашли способ адаптироваться к новым условиям, невидимым для нас. Некоторые исследователи утверждают, что такие виды, как неуловимые ящерицы или редкие виды птиц, могут существовать где-то рядом, но мы еще не научились их замечать. В течение последних лет ученые из разных уголков планеты начали фиксировать странные изменения в поведении животных, которые адаптировались к меняющемуся миру. Увеличение температуры и изменение климата также привели к исчезновению таких животных, как шершни и пчелы, которые играют важную роль в опылении растений. Без этих маленьких трудяг экосистемы начинают испытывать серьезные последствия. Исчезновение пчел привело к тому, что многие растения не могут продолжать свой жизненный цикл, а это, в свою очередь, влияет на более крупных животных, которые зависят от этих растений. Птицы также испытывают изменения. Лемуры, которые обитают в Мадагаскаре, теряют свою среду обитания из-за изменения климата и вырубки лесов. Ученые отмечают, что их численность снижается, и они, возможно, никогда не смогут адаптироваться к изменяющимся условиям. Эти млекопитающие стали жертвами не только глобального потепления, но и человеческой деятельности, что делает их выживание под угрозой. Также нельзя забывать и о морских обитателях. Увеличение температуры океанов и уровень кислотности препятствуют росту коралловых рифов, которые являются домом для многих видов рыб и других морских существ. Исчезновение коралловых рифов означает, что множество видов рыб теряет свои привычные места обитания, и это не может не отражаться на их численности. Например, тропические рыбы, такие как клоунфиш, уже начали мигрировать в поисках более подходящих условий. Мир животных, который мы когда-то знали, меняется на глазах. Те, кто был привычной частью нашей жизни, становятся невидимыми, и многие из них могут больше никогда не появиться. Но есть надежда, что некоторые из этих животных смогут адаптироваться к новым условиям. В следующем разделе мы рассмотрим, как животные менялись на протяжении веков и какие необычные адаптации они развивали, чтобы выжить в условиях меняющегося климата. Некоторые животные на протяжении веков развивали удивительные адаптации, позволяющие им выживать в условиях, которые менялись на глазах. С самого начала существования жизни на Земле виды столкнулись с разнообразными вызовами, включая климатические изменения и изменения среды обитания. Каждая эпоха оставила свой след в биологическом разнообразии, и адаптация стала ключом к выживанию для многих из них. Одним из ярких примеров является гепард. Эти удивительные создания адаптировались к охоте на открытых просторах саван. Их невероятная скорость до 156 км в час позволяет им мгновенно ловить добычу. Однако с изменениями климата и сокращением открытых пространств гепарды находят все больше трудностей в изобилии пищи. Их адаптации подвержены риску, и это уже сказывается на популяции. Птицы, в свою очередь, также демонстрируют удивительные адаптационные стратегии. Например, воробьи научились обитать в городских условиях, используя здания и инфраструктуру для гнездования. Эти птицы быстро адаптировались к шуму и загрязнению, но одновременно они сталкиваются с риском исчезновения из-за изменения климата, которое влияет на их привычные миграционные пути. Исследования показывают, что некоторые виды стали откладывать яйца раньше, чтобы получить потомство до наступления неблагоприятных условий. Не менее интересны адаптации морских обитателей. Например, некоторые популяции морских черепах изменили свои привычки гнездования из-за повышения температуры песка. При высокой температуре яйца могут погибнуть, и черепахи начали искать более прохладные места для кладки. Однако такие изменения также могут привести к изменениям в половой системе, так как температура влияет на соотношение полов при вылуплении. Эти адаптации показывают, как изменения климата влияют на жизненные циклы морских существ.
В то время как одни виды находят способы адаптироваться, другие, как показали исследования, сталкиваются с трудностями. Например, белые медведи, которые полагаются на ледяные платформы для охоты, теряют свою среду обитания из-за таяния льдов. Это вынуждает их охотиться на более дальние расстояния и искать пищу в менее привычных местах. С каждым годом их шансы на выживание становятся все ниже, потому что их адаптации не успевают за последствиями изменения климата. Некоторые млекопитающие, такие как киты, также демонстрируют интересные адаптации. Исследования показали, что киты начали мигрировать на более длинные расстояния в поисках пищи в более холодных водах. Однако такие изменения могут также негативно сказаться на их популяции, так как они сталкиваются с новыми угрозами в виде судоходства и загрязнения. Не менее важны и наземные обитатели, такие как лемуры. Эти приматы, обитающие в Мадагаскаре, развили уникальные адаптации к своей среде обитания. Однако с изменениями климата и разрушением лесов они теряют свою среду, что угрожает их выживанию. Ученые наблюдают, что некоторые виды лемуров начали использовать различные источники пищи, чтобы справиться с нехваткой привычных плодов. Это пример того, как виды пытаются адаптироваться к меняющимся условиям. Среди насекомых также наблюдаются удивительные изменения. Например, некоторые виды пчел стали мигрировать на более длинные расстояния в поисках источников пищи. Это привело к изменению их жизненного цикла, поскольку они теперь зависят от растений, которые раньше не были частью их привычного ареала. Такие адаптации могут спасти популяции, но также показывают, как взаимосвязь видов нарушается в условиях изменения климата. Изменения климата продолжают оказывать давление на виды по всему миру. Адаптации, которые когда-то казались успешными, теперь подвергаются испытаниям, и мир животных сталкивается с новыми вызовами. Создания, которые мы знаем, возможно, не смогут адаптироваться к новым условиям, но в то же время в их среде могут появляться неизвестные нам формы жизни. Существует свидетельство того, что некоторые виды все же находят способы выживания, оставляя за собой необычные следы, которые ученые продолжают изучать. В следующей главе мы подробнее рассмотрим, как исследователи, охотясь за новыми формами жизни, находят эти следы и какие открытия они делают в мире невидимого. Ученые по всему миру активно исследуют следы животных, которые исчезли с радаров, и, похоже, они начинают выявлять неожиданные факты о невидимых формах жизни. С использованием новейших технологий и методов наблюдения они пытаются разгадать загадки исчезнувших видов и понять, существуют ли они на самом деле в другой, менее заметной форме. Это непростая задача, ведь многие из этих животных, возможно, адаптировались к изменению климата и стали невидимыми для глаз человека. Одним из наиболее известных примеров является работа исследователей из Центра экологических исследований, которые изучают экологию исчезнувших видов. В ходе своих исследований они начали обнаруживать следы редких и даже мифических существ, которые ранее считались вымершими. Например, в горных районах Папуа-Новой Гвинеи были зафиксированы необычные звуки, которые исследователи связывают с редкими видами птиц, такими как птица-качалка. Эти звуки не слышны для обычного человека, но с помощью специализированного оборудования ученые смогли их зарегистрировать, что заставило пересмотреть представления о местных экосистемах. Также стоит обратить внимание на работу ученых, занимающихся исследованием глубоководных экосистем. Недавние экспедиции на дно океана позволили открыть новые виды, которые ранее были неизвестны. Эти существа, такие как редкие виды медуз и глубоководных рыб, обитают в условиях, которых мы еще не полностью понимаем. И их существование стало возможным благодаря обстоятельствам, которые позволяют им адаптироваться к экстремальным условиям, связанным с изменением климата и загрязнением океанов. Некоторые виды, такие как популяции морских черепах и китов, стали объектами пристального внимания ученых. Их миграционные пути изменяются, и этим объясняется возникновение новых неизученных форм жизни. С помощью спутниковых технологий и датчиков, прикрепленных к животным, исследователи собирают данные о перемещениях и поведении этих существ. Это позволяет лучше понять, как они адаптируются к изменяющимся условиям окружающей среды. Такие исследования открывают новые горизонты в понимании экосистем и позволяют видеть связи между исчезнувшими и ныне существующими видами. В дополнение к исследованию моря, ученые также активно работают на суше. Ученые из Японии, например, начали проект по исследованию исчезнувших видов, обитавших в лесах страны. Они используют специальные камеры для ловли изображений животных в их естественной среде обитания. Удивительно, но в процессе исследований им удалось запечатлеть редкие кадры лесных животных, которых считали исчезнувшими. Эти записи подтверждают, что некоторые виды могут быть гораздо более устойчивыми, чем считали ранее. Но не только технологии помогают раскрывать тайны исчезнувших форм жизни. Исследования фекалий и следов животных также дают ценную информацию. В некоторых случаях фекалии редких животных содержат семена и остатки пищи, что дает ученым возможность понять, чем они питались и как изменились их привычки. Этот метод помогает восстановить картину экосистем, в которых когда-то обитали вымершие виды. Ученые также начали проводить генетические исследования, которые позволяют им изучать ДНК исчезнувших животных.
Например, с помощью анализа образцов ДНК, найденных в старинных останках, можно выяснить, как эти животные были связаны с ныне существующими видами. Это открывает новые перспективы для понимания эволюции и адаптации в условиях меняющегося климата. Также стоит отметить, что активные наблюдения за поведением животных создают уникальные возможности для изучения их невидимых форм жизни. Птицы, которые раньше считались неуловимыми, начали проявлять свои привычки в новых условиях. Ученые установили, что некоторые виды используют технологии, такие как человеческие конструкции или даже города для создания своих гнезд. Это открывает новые горизонты в понимании того, как виды могут адаптироваться к людям и изменяющимся условиям. Научные исследования продолжаются, и каждая новая находка приближает нас к пониманию того, как животные могут адаптироваться к изменяющимся условиям. В следующей главе мы погрузимся в мрачные последствия изменения климата на экосистемы и разберем, какие жертвы приносит это всем обитателям нашей планеты. Глобальное потепление создало цепочку разрушительных последствий для природы, и экосистемы по всему миру оказались под угрозой. Увеличение температуры приводит к изменению привычных условий жизни для множества видов. Каждое изменение в климате отражается на численности популяций и их разнообразии, создавая серьезные проблемы для экосистем. Одним из ярких примеров является исчезновение коралловых рифов. Эти уникальные экосистемы обеспечивают дом для тысяч видов рыб и других морских существ, и их гибель становится катастрофической не только для подводного мира, но и для людей, которые зависят от них. Кораллы, являясь чувствительными индикаторами изменений в окружающей среде, страдают от повышения температуры воды и кислотности океанов. Когда температура воды поднимается, кораллы начинают терять симбиотические водоросли, с которыми они живут в симбиозе. Этот процесс, известный как обесцвечивание, приводит к массовой гибели кораллов. В результате коралловые рифы, которые служат местом обитания для множества видов, перестают существовать, и это в свою очередь ведет к исчезновению рыб и других морских обитателей, которые зависят от них. Исчезновение рифов также затрагивает местные сообщества, которые зависят от рыболовства и туризма. На суше изменения климата также вызывают серьезные проблемы. Леса, которые долгое время служили убежищем для многих видов животных, подвергаются вырубке и изменениям, связанным с изменением климата. Лемуры на Мадагаскаре, например, теряют свои привычные места обитания из-за вырубки лесов и изменения климата. Ученые отмечают, что численность этих приматов стремительно сокращается, и их будущее остается под угрозой. Они сталкиваются с нехваткой пищи и мест для гнездования, что приводит к снижению их популяции. Другие виды, такие как белые медведи, также оказываются на грани вымирания. С таянием морского льда медведи теряют свои охотничьи угодья и вынуждены искать пищу в менее привычных местах. Это приводит к голоду и снижению численности популяции, что ставит под угрозу не только их выживание, но и здоровье всего арктического экосистемы, в которой они являются важной частью пищевой цепи. Они также начинают сталкиваться с увеличением конфликтов с людьми, когда первое движение на поиски пищи приводит их к населенным пунктам. Такое изменение климата также негативно сказывается на миграционных путях птиц. Напряженные условия приводят к изменению времени миграции, и некоторые виды испытывают трудности в поиске пищи в местах, которые раньше были привычными. Например, некоторые виды певчих птиц начали мигрировать раньше весной, чтобы успеть отложить яйца до наступления неблагоприятных условий, но это также создает проблемы, так как они могут столкнуться с нехваткой пищи для своих птенцов. Изменения в экосистемах также затрагивают и более мелких обитателей. Пчелы, находясь на переднем крае изменений, страдают от изменения климата, так как это влияет на их поведение и привычки. Увеличение температуры приводит к тому, что они начинают мигрировать на большие расстояния в поисках источников пищи. Это, в свою очередь, нарушает процесс опыления, что негативно сказывается на растениях, которые зависят от пчел для своего размножения. Без этих трудяг целые экосистемы начинают рушиться. Кроме того, водные экосистемы также подвергаются серьезным изменениям. Повышение кислотности океанов приводит не только к гибели коралловых рифов, но и к снижению численности различных морских организмов. Увеличение температуры воды влияет на размножение и выживание рыбы, что угрожает рыбным запасам, от которых зависят многие страны. Исчезновение рыб приводит к экономическим последствиям для рыболовецкой отрасли и местных сообществ. Это лишь некоторые из многих примеров того, как изменения климата угнетают экосистемы и ведут к исчезновению видов. Каждый исчезнувший вид оставляет за собой пустоту, которую трудно заполнить. Изменения, происходящие в природе, становятся все более заметными, и ученые продолжают собирать доказательства для понимания масштабов этой проблемы. А что произойдет с теми видами, которые еще не исчезли, но сталкиваются с подобными вызовами? В следующей главе мы узнаем, как некоторые виды животных борются за выживание, несмотря на все трудности, и какие стратегии они используют, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям. Животные по всему миру сталкиваются с новыми, невообразимыми трудностями, и лишь немногие из них находят способы выжить в условиях стремительных изменений климата. В условиях, когда привычные экосистемы рушатся, а места обитания исчезают, некоторые виды показывают невероятную устойчивость и адаптацию.
Например, исследователи наблюдают, как популяция дельфинов в определенных регионах начинает охотиться на новые виды рыбы, которые раньше не входили в их рацион. Эти млекопитающие, известные своей социабельностью, начали формировать новые группы для совместной охоты, что позволяет им более эффективно использовать доступные ресурсы. В то же время птицы, такие как черный дрозд, адаптируются к изменяющимся условиям, меняя свои миграционные маршруты и время вылета. Наблюдается, что они начинают откладывать яйца раньше, чем это происходило ранее, чтобы успеть вырастить потомство до наступления неблагоприятных условий. Исследования показывают, что эти изменения могут быть связаны с изменениями в температуре и доступности пищи. Изменяющаяся среда обитания требует от них более гибкого подхода к выживанию, и, похоже, они справляются с этой задачей. Морские обитатели также показывают удивительные примеры адаптации. Например, некоторые популяции кальмаров начинают мигрировать в более холодные воды, чтобы избежать повышения температуры их привычной среды обитания. Это изменение поведения позволяет им сохранять численность, хотя некоторые ученые предупреждают, что такая миграция может быть связана с ростом конкуренции за пищу и место обитания. К примеру, в водах, где раньше не встречались кальмары, теперь наблюдаются аномально высокие популяции, что создает новые экосистемные балансы. Не менее важные и наземные млекопитающие, такие как слоны. В некоторых регионах наблюдается, как они начинают использовать новые источники воды в условиях засухи, которые стали более распространенными из-за изменения климата. Эти гиганты начинают перемещаться на большие расстояния в поисках этих водоемов, что требует от них изменений в поведении и образе жизни. Одна из особенностей слонов заключается в том, что они могут запоминать местоположение источников воды, что позволяет им использовать эти знания для выживания. Среди насекомых также происходят заметные изменения. Например, некоторые виды муравьев адаптировались к более высоким температурам, изменив свои привычки гнездования. Исследования показывают, что они начали создавать гнезда в более защищенных местах, чтобы избежать перегрева. Так, муравьи, обитающие в тех регионах, где температура регулярно превышает 80 градусов по Фаренгейту, начали формировать гнезда в тени деревьев или под листьями, что увеличивает шансы на выживание их колоний. Ученые также фиксируют изменения в поведении популяций медведей, которые начали осваивать новые источники пищи, включая отходы из человеческих поселений. Эти медведи становятся более смелыми, приближаясь к населенным пунктам в поисках еды. К примеру, в некоторых регионах Канады отмечен рост числа медведей, которые начинают регулярно посещать городские территории, что приводит к конфликтам с людьми. Тем не менее, такая адаптация позволяет им увеличить свои шансы на выживание в условиях, когда привычные источники пищи становятся дефицитом. Изменения в климате также заставляют некоторых животных, таких как популяции лемуров на Мадагаскаре, осваивать новые источники пищи. Эти приматы начали питаться не только привычными плодами, но и листьями деревьев, которые ранее не входили в их рацион. Это изменение продиктовано нехваткой привычных плодов и изменениями в экосистеме, которые требуют от них большей гибкости в питании. Но не только крупные млекопитающие адаптируются. Например, некоторые виды рыб начали развивать необычные привычки в условиях изменения климата. Одной из таких адаптаций стало изменение поведения, связанное с миграцией. Исследования показывают, что некоторые виды рыбы, такие как тунец, начали перемещаться на большие расстояния в поисках более холодных вод, что изменяет их привычные пути миграции. Это также влияет на морские экосистемы, так как такие изменения могут создавать новые уровни конкуренции среди других видов. Таким образом, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются животные, многие из них показывают удивительные способности к адаптации и выживанию. С каждым новым исследованием становится яснее, что жизнь на Земле постоянно меняется, и, возможно, именно гибкость и находчивость помогут определенным видам справиться с последствиями глобального потепления. Эти изменения продолжают вызывать интерес ученых, которые стремятся понять, как животные могут продолжать выживать и адаптироваться в условиях, которые становятся все более сложными. В следующей главе мы более подробно рассмотрим, какие именно последствия изменения климата угрожают животным и экосистемам, и как это отражается на нашем мире. В последние годы ученые стали свидетелями удивительных открытий о скрытой жизни животных, которые, казалось бы, исчезли с поверхности нашей планеты. Такие исследования ведутся на всех континентах, и они приносят результаты, способные перевернуть наши представления о биоразнообразии. Важнейшей частью этих исследований стало использование новых технологий, позволяющих ученым заглянуть в ранее недоступные уголки природы. Одним из самых ярких примеров является работа специалиста по охране окружающей среды из Калифорнийского университета в Беркли. В своих исследованиях он использовал специальные камеры с движением, которые автоматически срабатывают при обнаружении движущегося объекта. С помощью таких технологий ученым удалось зафиксировать редкие кадры животных, которые считались вымершими в результате изменения климата и человеческой деятельности. Эти наблюдения бросают новый свет на эволюцию и адаптацию видов, которые мы считали исчезнувшими навсегда.
Так, в тропических лесах Центральной Америки были зарегистрированы необычные звуки и движения, указывающие на присутствие редких видов ящериц, которые, как считалось, давно исчезли. Ученые предполагают, что эти ящерицы могли адаптироваться к новым условиям и продолжать существовать возле границы своих привычных ареалов обитания. Их активность в ночное время делает их менее заметными для людей, и именно поэтому они были упущены из виду. Дальше на юг, в Антарктиде, исследователи также открыли удивительные факты о морских млекопитающих. С помощью подводных микрофонов они записали звуки, которые могли принадлежать ранее неизвестным видам китов. Эти звуки, возможно, исходят от особей, которые изменили свои миграционные пути в связи с изменением климата и таянием льдов. Это открытие не только добавляет новую главу в историю изучения морских млекопитающих, но и поднимает вопросы о том, как глобальное потепление влияет на поведение этих животных. Ученые из Австралии, исследуя коралловые рифы, также сделали интересные находки. Они обнаружили, что некоторые виды кораллов демонстрируют признаки адаптации к повышению температуры воды. Эти кораллы, вероятно, смогли наладить отношения с новыми симбиотическими водорослями, которые более устойчивы к изменениям температуры. Такие находки открывают новые горизонты для понимания того, как коралловые рифы могут выживать в условиях глобального потепления. Подобные исследования проводятся и на суше. Ученые из Японии начали проект по изучению исчезнувших видов животных, обитающих в лесах. Они используют камеры и различные сенсоры для мониторинга популяций. В результате им удалось запечатлеть редкие кадры животных, которых считали уже давно вымершими, например, лисиц или определенные виды кабанов. Эти наблюдения подтверждают, что некоторые виды могут оставаться незамеченными, но все еще присутствуют в экосистемах. Интересным также стало открытие новых форм жизни в городских условиях. Ученые обнаружили, что некоторые виды птиц начали адаптироваться к городской среде, используя ее в своих интересах. Например, воробьи стали более изобретательными в поиске пищи, используя выброшенные продукты и отходы, что невольно подтвердило их способность к адаптации к меняющимся условиям. Специалисты, работающие с насекомыми, также отмечают интересные изменения. Исследования показали, что некоторые виды пчел начали заполнять экологические ниши, которые освободились из-за исчезновения других популяций. Они начали внедряться в новые экосистемы, что дает надежду на восстановление популяций, которые находятся под угрозой исчезновения. Не менее важным является и использование генетических исследований. Ученые анализируют ДНК, извлеченную из останков исчезнувших видов, чтобы выяснить их генетическую структуру и связи с современными видами. Это помогает не только понять, как животные эволюционировали, но и выявить возможные пути их выживания. Таким образом, научные исследования продолжаются, и каждое новое открытие приближает нас к пониманию того, как животные могут адаптироваться к изменяющимся условиям. Исследования показывают, что многие виды, которые когда-то считались исчезнувшими, могут находиться ближе, чем мы думаем. Ветер перемен может принести новые надежды для сохранения биоразнообразия на нашей планете, но нам необходимо продолжать изучение и защиту экосистем, чтобы поддерживать эту жизнь. Каждое такое открытие вдохновляет ученых исследовать дальше и глубже, открывая нам новые горизонты в мире животных, которые, возможно, находятся прямо под нашими ногами, но по-прежнему остаются невидимыми.